Друзья, всем большой привет. Мы часто задаемся вопросом о том, какой танк стоит качать в 2022 году, какую ветку начинать качать. И сегодня я попытаюсь ответить на этот вопрос сугубо с моей стороны, поэтому присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Я для себя отметил ветку тяжелых танков, не одну, конечно, но сегодня поговорим о той, к которой я стараюсь подойти. Это ветка польских тяжелых танков во главе с 60 ТП. 60 ТП это крайне сильная машина, замена Е100, можно и так сказать, потому что у него такая же альфовая пушка, как раньше была на сотке, но с большим рядом достоинств. Поэтому давайте сегодня о нем и будем разговаривать. Переходим к достоинствам этой машины, это его орудие. Видим, что у нас базовое бронепробитие 250, альфа за выстрел 750, 0.38 разброс и 3 секунды сведения. Кумулятив пробивает у нас 317 мм, что тоже в принципе неплохо. Пушка очень даже ничего, на порядок точнее, чем топовая пушка у Е100 старая. Поэтому, если танк собрать правильно, у машины есть очень неплохая стабилизация, если ее улучшить, можно будет стрелять сходу и выцеливать тоже, проблем никаких возникать с этим не должно. Поэтому давайте поговорим о сборке, как правильно эту машину собирать. Я думаю, имеет смысл однозначно ставить машину закалку, потому что вы часто будете идти в размен, это машина первой линии, поэтому закалка это must have. Во второй слот мы ставим досылатель уже, и в третий обязательно стабилизатор. Есть такие игроки, которые играют вместо стабы с улучшенным прицелом, но я считаю, что это не совсем правильно будет. По перкам экипажа мы выбираем боевое братство, ремонт, потом боевое братство, а дальше уже перки по вкусу, так сказать. В такой сборке мы видим, что 0.36 разброс, 2.8 сведения, ДПМ будет 2735, что в принципе очень даже неплохо. Машина подвижная, запас прочности у нас 2860 с закалкой, максимальная скорость 35 км в час, скорость назад 14 км. У ВН, кстати, тоже есть, минус 8, кое-где можно будет высунуться от башни. В принципе, по танку, если говорить, это хороший сбалансированный тяжелый танк, который имеет альфовую пушку, неплохую подвижность и неплохое бронирование, о котором мы сейчас поговорим. Поэтому поехали в Collision. Collision модель, друзья, этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас крайне плотный ВЛД, имеет 320-330 мм, НЛД 218 и летая очень-очень крепкая башня, которая ничем не пробивается. Есть уязвимый лючок командира, в который иногда будет залетать без урона. Из слабых зон это, конечно же, вот эти вот две огромные щеки, которые находятся справа и слева по корпусу под башней, то есть чуть ниже погона башни. Поэтому сюда он будет пробиваться без проблем даже танками 8 уровня на вылет. НЛД тоже не самый-самый бронированный, сюда тоже будут попадать, но благо он очень маленький. Поэтому вы должны запомнить, что ваша уязвимая зона это люк, в который иногда будет залетать с уроном, и щеки, в которые всегда будет залетать с уроном. У танка есть довольно рыхленький такой борт, не могу назвать его прям каким-то танковым, тут тоже есть такой неприятный выступ, щека вот эта вот треугольная сюда тоже может пробиваться, вот в эту зону. Поэтому от борта танкуйте, друзья, аккуратненько, я не могу назвать эту машину способной прям танковать постоянно от борта. Иногда откатиться, дать шот на дурачка можно, но в целом будьте осторожны. Поэтому, в принципе, с броней разобрались, давайте посмотрим с вами бой, поехали в бой. Бой, друзья, у нас на карте Студзянки, как видим, играет сегодняшний герой с ником Злой Водитель во взводе с СТБ-1. Как видим, по сборке он выбирает улучшенная закалка, досылатель и стабилизатор. Досылатель и стабилизатор у него, кстати, трофейные. Инструкция также есть на досылатель. Дополнительно играть будет на кумулятивах, как я понимаю, и имеет доп. Боев. Много танков противника, сетап у нас с 10 уровнями, видим, что есть Кранвагон, очень неприятная машина, есть ВЗ-55, С4, то есть бронированных целей хватает. Пробитие кумулятивом у него 317, не рекордное пробитие, хороший кумулятив это 340, 330, 317, это маловато. Заряжает ББшку, бронебойный снаряд имеет бронепробитие 250. Подъехал, кстати, не в стандартную позицию на рельсы, а ух, какой шот по СТБ-1. Ни хрена себе закинул как. Вот вам и 60 ТП, друзья. Так вот, он подъехал не в стандартную позицию на ЖД-полотно, а немного левее взял, для того, чтобы отстрелять перекатку пока линии. Это, в принципе, очень нестандартно. Я сколько видел боев на тяжелых танках, подобных этому, и как сам играю, я никогда здесь не занимаю позицию. СТБшки он охладил пыл сразу, так сказать. Я просто аплодирую, это жесть. У него два таких сумасшедших выстрела по СТБ
на дальнюю дистанцию. Реально круто, очень круто. Повезло ему с баллистикой. Друзья, я не изменяя себе, бой не смотрел, но я знаю, что бой будет на большое количество урона. Бой победный также, так что не закрывайте, смотрите видос до конца. А я напоминаю всем, кто здесь впервые, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. У нас канал достаточно новый, мы развиваемся, так что будем рады новым лицам. Смотрим дальше, видим, что по ХП союзная команда впереди на 5000 практически они выигрывают по очкам прочности. Пока бой на студзянках в наше время, то есть в нашем современном рандоме, это позиционный бой, то есть не бывает здесь прям каких-то супер прорывов. В основном все стояло либо здесь, либо здесь. Светится батшат, забрасывает 3 выстрела, друзья, 2000 урона. Ну какой танк еще так сможет? 3 комфортных выстрела, 2 на дальнюю дистанцию и упреждение по СТБ. Ну это очень-очень красиво. У него, кстати, шикарный 3D стиль. Выглядит очень и очень дорого. На порядок красивее машина смотрится, чем в стандартном обвесе. Батчат, я так понял, не собирается уезжать. Добирает его вторым шотом. 2 фрага. Буквально за какие-то 3 минуты боя у нашего сегодняшнего героя. Ему нужно отработать по этим 2 целям. Заряжает фугас. Бронепробитие фугасом, кстати говоря, 90 мм, что тоже немало. Зарядил фугас для того, чтобы убрать преграду здесь. В принципе, можно очень больно забросить в борт. Ага, корма светится даже. Так, а ну-ка. 1095 фугасом в корму СП-2. Боже, что ты делаешь, водитель? Что ты делаешь? Это жесть, друзья. У него буквально просто каких-то 4 выстрела, 3500 урона уже в копилке. Я давно таких боев не видел. А все благодаря тому, что зашел вот только что. Буквально только что зашел на What Replace и увидел этот бой. Ну не мог я просто пройти мимо, друзья. Не мог. Светятся перед ним противники, но они за укрытиями находятся. Ему нужен хороший насвет. Благо Т-100ЛТ подъехал. Способен, в принципе, ему подсвечивать. Самое главное, чтобы ЛТшка не умерла. Видит, что в спине противники не давят. Хорошо, что заняли горку со взводной и 430У. Принимает решение отыгрывать уже от насыпи. Пробивает его Т-62. ИС-4 разбивает триплекс. 62-ка его пробила, судя по всему, в лючок. По-другому он его пробить никуда не мог. ИС-4 кумулятивом не пробил. Нужно убивать, пробовать ИС-4, но он в такой позиции, что очень будет трудно это сделать, потому что ИС-4 крайне бронированный танк на сегодня. Поэтому, если хотите заиметь хорошую бронированную машину, ИС-4 это та тачка, которая действительно способна очень и очень много танковать. Пробивает он его ВЛД в щеку, то есть ИС-4 находился вот в таком положении, он его просто вот сюда кумулятивом прострелил. Хватило, видимо, 317. Танкует фугас от Яги. Яга на фугасах это вообще нечто странное. Зачем? Там можно было кумулятивом пробивать в маску. Дает в маску Т-62. Вот почему 62, друзья, хуже, чем объект 140. Хотя, мне кажется, в таком положении 140 бы не справился с таким пробитием. 4800 урона у него уже есть, 3 фрага, то есть, в принципе, очень даже достойно отыграл на текущий момент. 2 шикарнейших выстрела было по СТБ-1, то есть я такого давненько не видел, реальный игрок что-то знает. Видим у него, кстати, 2 отметки на стволе, то есть парень активно продвигается к 3-й отметочке. Нужно играть от насыпи, это абсолютно правильно, желательно помочь со взводному с Ягой. Видим, что кран пока отвлекся. Я бы пробовал проезжать к заводу. Это абсолютно правильно было бы. Да, что он в принципе и делает. Яга ему на 2 выстрела. Не хватит ему урона, чтобы убить ее. Здесь труп стоит. Танканул Ягу, причем бортом. И такое тоже бывает. Нужно проехать, потому что кран выйдет, даст 3 снаряда. Это будет очень неприятно. Яга к нему повернута лицом. Перезарядки Яги хватает, чтобы попробовать дать шот. Не попадает он, к сожалению, снаряд уходит под диким углом в НЛД, но не хватает бронепробития. Интересно, кстати, посмотреть, как отыграл его со взводной. Это тоже мне, в принципе, интересно. Я думаю, эти 2 парня знают, что делать. 1930 у него заблокировано, как видим, броня машины справляется. Здесь, конечно, в этом бою не было прям таких условий, чтобы посмотреть, на что способно бронирование этого танка, но, тем не менее,
Я знаю, что 60 ТП он способен убивать, иногда в таких странных проекциях, что очень даже странно возникает вопрос, как туда можно не пробить. Дает в крана 752 урона. Кранвагон — это крайне классная машина на сегодня. Его в сентябре, кто не знает, понерфят, и понерфят довольно сильно. То есть он потеряет очень много в подвижности. А подвижность — это его сильная сторона, так же как и сумасшедшая бронированная башня. Яга поднимается вверх, можно попробовать дать по Яге, она бортом стоит. Что он, в принципе, и пробует делать, но не попадает. Это совзводный, нанес урон. Я думаю, СТБ должна переигрывать Ягу Е100 точно, потому что там позиция. Плюс у СТБшки есть пневматическая подвеска, что позволяет ему играть чисто от башенки. Это очень и очень важно. Так, ну в принципе, очень неплохо заняли К-линию союзники. Там союзный Проджета стоит. В центре есть CS-63. То есть, в принципе, ребята смотрят по всем сторонам. Одно плохо, то что у него осталось всего 7 снарядов. Если он будет так бездумно пулять, снарядов может до конца боя и не хватить. Пока наблюдаем. Хочу сказать, друзья, что 60 ТП он подходит также и новичкам. То есть, если вы ищете, какую ветку качать, там польская ветка, она, в принципе, вся довольно неплохая. Тем более с таким топом на 10 уровне. Он способен пробивать и на ББ, то есть, почему нет? 250 можно выцеливать многие танки. Конечно, с кумулятива стрелять поприятнее, это однозначно. Но, тем не менее, вы должны понимать, что... На мое сугубо мнение, если вы выкачиваете 10 уровень, то вы должны быть готовы к тому, чтобы стрелять голдой. И в этом ничего плохого нет. Если голда есть в игре, если она есть в игре, то значит ей можно стрелять. Если бы разработчики не хотели, чтобы у нас были голдострелы, они бы просто убрали голду или ограничили количество снарядов в бою. Вот и все. Поэтому смотрите, экономику это, конечно, портит, если вы играете без прем-танков, без прем-аккаунта, но, тем не менее, для максимального реально впечатления от машины на голде она будет играться совсем по-другому. Но это касается только тех танков, у которых базовым снарядом бронепробития не очень. А в современном рандоме 250, ну, маловато это, ничего здесь заоблачного нет. Поэтому нужно это учитывать. Получается взводный урон, я так полагаю, от Кранвагон. Хотя у них еще есть гриль, есть СП-2. Ну, я думаю, все-таки это наносил Кранвагон. Кранвагон еще один снаряд, по идее, остается. Уходит в гусеницу. Кумулятивы неприятные снаряды, когда выкатываетесь в положение такое, что можно с борта работать. СТБшка, значит, дала. Не Кранвагон, а СТБшка прямо вот здесь на переезде находится, в этом квадрате. Бой, в принципе, идет к своему логичному завершению. У нас 2 минуты до конца боя остается. Получился бой такой довольно длительный, да. Забирает он Кранвагон. Прямо СТБ. Еще есть опасные ПТшки. Это гриль, очень опасный, который светился по J-линии. Подъезжает Прогета. Проджета. Исправьте, если не прав. Как будет правильно, друзья. Дает про Проджета. 768. Отличная альфа. 6800 урона у него уже есть. На этом он ограничиваться не собирается. Это однозначно. Из 3 выстрелов только одним пробивает его Проджета. Также забрасывает артиллерия. Так. Спокойно сводится. Дает в корму Проджета. 755. Дважды у него вылетает царская альфа. Выполнил он ЛБЗ на закаленную сталь Т-55А. Союзникам нужно проезжать по первой линии, пробовать поджиматься, потому что СТБ она находится на линии С1, то есть в этом квадрате, и стоять здесь смысла никакого нет. То есть я бы на месте СТБшки пробовал поджаться, чтобы подсвечивать уже переезд. Потому что ребятам нужно выезжать и убивать уже всех оставшихся противников. Минута до конца боя остается всего-навсего. Вот светится СТБ, он пробует сходу забросить, и у него получается 700 урона за выстрел дает, 709 сходу. У него сегодня, кстати, вот 3 таких шикарных выстрела сходу залетает. То есть, в принципе, видим, что машина обладает довольно неплохой стабилизацией. Нужно прокатываться вперед, что он, в принципе, и делает. Добирает бедную Проджета, которая ничего не могла сделать. Если бы смотрел на миникарту, может быть, смог бы дать ему 1 или 2 снаряда. Проджета, кстати, тоже очень сильная десятка. Мы по ней обязательно сделаем также обзор, потому что машина реально интересная. Это один из самых сильных СТ в игре. И для всех любителей средних танков он очень даже подходит. Добирает он гриля, 6 фрагов, медаль воина уже в кармане. Остается всего 2 противника. Это
СП-2 и артиллерия. Арта была вот где-то здесь, если, конечно, не переехал. Ну, вот 261. Ну и на этом, друзья, бой заканчивается. Если понравился вам видосик, вы знаете, что делать. Палец вверх, подписка и до новых встреч. Пока-пока.